течение многих лет средства массовой информации описывали отношения между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд как ядовитые. И сегодня в заметках медсестры, которая отвечала за выдачу лекарств Джонни, используется то же слово. В первые 5 минут своих заранее записанных показаний медсестра Ллойд опровергла утверждение Эмбер и Уитни о том, что Джей Ди бросил в Дебби банку. Она сказала, что этого не происходило. Это AH бросила банку Red Bull в Джей Ди, а Трэвис, телохранитель Джонни Деппа, также это видел. А это лицо человека, который знает, что ему крышка. Но какой итог всего вчерашнего судебного заседания Джонни Депп против Эмбер Хёрд? Не забывайте распространять это видео лайками, комментариями и подписками на канал, потому что когда вы подписываетесь прямо во время просмотра, YouTube считает, что видео классное и выдает его большему количеству людей. Также давайте вместе достигнем цифры в 50 тысяч подписчиков и сделаем это нашим следующим рекордом на этом канале. Привет, друзья! Вы смотрите файлы Джонни Деппа. Вчера присяжным продемонстрировали предварительно записанное видео с показаниями доктора Кипера, где адвокаты Хёрд допрашивали его о том, как он обращался с Джонни Деппом. Это была вторая часть показаний доктора Дэвида Кипера. Первую часть в суде Фэрфакса показывали в прошлый четверг, о чем сказал вчера Дэвид Кипер. Дэвид Кипер подтвердил, что он был обеспокоен состоянием Деппа, так как считал, что актер употреблял наркотики и алкоголь, которые не входили в его план лечения. Он также коснулся финансового аспекта своего общения с мистером Деппом, сказав, что вспомнил период, когда актер не платил за услуги. Доктор Кипер обратился к примечанию в картах пациентов, в котором один из его врачей написал, что Хёрд была особенно чувствительна к поведению Деппа в отношении злоупотребления психоактивными веществами. В записях, представленных в суде, упоминаются ссоры между Хёрд и Деппом, когда он проходил курс детоксикации в 2014 году. Доктор Кипер наблюдал за процессом детоксикации Джонни Деппа на его частном острове в августе 2014 года. Хёрд обвинила Деппа в нападении на нее однажды ночью во время этой поездки. Доктор Кипер заметил раздражительность Джонни, но ничего не знал о ссоре с Хёрд. Он сказал, что она не обращалась к нему за лечением и что он бы сделал заметку, если бы она обратилась. Он сказал, что не был свидетелем какого-либо насилия между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд на острове, а также, что самое важное, Эмбер Хёрд не сообщала о травмах и не имела видимых травм на Багамских островах. Но и это еще не все. Доктор Кипер подтвердил, что он никогда не лечил бывшую жену Джонни Деппа от всяческих травм, включая травмы, которые она якобы получила в Австралии в 2015 году. Вы наверняка помните подробное описание Эмбер жутких травм и увечий, которые нанес ей в то время Джонни. Странно, что сейчас на Хёрд не осталось ни шрама. Ах да, волшебный крем Арника, если я правильно поставил ударение. Кипер также рассказал о лечении Хёрд, которое он начал после того, как его нанял Джонни Депп, чтобы тот помог актеру. Он сказал, что Хёрд никогда не рассказывала ему о жестоком обращении со стороны Деппа, и он никогда не замечал никаких травм на женщине, связанных с жестоким обращением. А любые признаки жестокого обращения были бы включены в записи, если бы их обнаружила медсестра на теле Эмбер. Эмбер Хёрд утверждает, что пережила худшие и самые жестокие ночи в их отношениях 15 декабря 2015 года. Доктор Дэвид Кипер свидетельствовал, что другой врач осмотрел ее после инцидента в декабре 2015 года и также не написал в своих записях, что у нее были какие-либо травмы. Также медсестра, которую он представил к Хёрд, не написала в своих записях, что видела какие-либо травмы. Эти два самых нелепых утверждения, которые упомянула Эмбер Хёрд, были опровергнуты. Доктор Кипер лечил Деппа от травмы пальца в Австралии в марте 2015 после инцидента, в котором актер утверждал, что Хёрд бросила в него бутылку водки. Врач сказал, что он обнаружил у Деппа обильное кровотечение и обработал рану на пальце, но сказал, что не уверен, как это произошло. Он сказал, что разговаривал с Хёрд в тот день, но не заметил на ней никаких ран. Хёрд сказала, что Депп швырнул ее на стол для пинг-понга и толкнул в холодильник, и еще много всякого, как вы помните из моих видео. Депп отверг эти обвинения и ранее сказал о ссоре. После инцидента, когда мисс Хёрд бросила в меня 2 бутылки водки, вторая бутылка отрезала кончик моего пальца и раздробила кость. Именно так
тогда со мной случилось то, что, как мне кажется, было, вероятно, каким-то расстройством, нервным срывом или чем-то в этом роде. На допросе у адвокатов Деппа доктор Кипер сказал, что он никогда не был свидетелем жестокого обращения между актером и Хёрд за все года, что он лечил их, и что ни Депп, ни Хёрд никогда не сообщали ему о насилии. Адвокаты Деппа пытаются доказать, что если бы Джонни Депп злоупотреблял Хёрд, доктор Кипер знал бы об этом. Следующий свидетель тоже выступал по видеосвязи в записанном ранее видео. Им стала бывшая медсестра Деппа Дебби Ллойд. Предыдущий свидетель, доктор Кипер, поручил госпоже Ллойд помочь лечить Джонни Деппа. Дебби явно провела огромное количество времени с Джонни Деппом, когда он переживал самые худшие времена. Его финансы были не в лучшем состоянии, его отношения разваливались, и он пытался пристраститься к опиатам. На протяжении всего этого периода медсестра Дебби вела подробные записи, и хотя она начинала как человек, чья работа заключалась в выдаче лекарств, она призналась, что к концу отношений Джей Ди с Эмбер Хёрд она оказывала эмоциональную поддержку. Мисс Ллойд сказала, что говорила с Камилой Васкес, одним из адвокатов Деппа, до дачи показаний. Ллойд сказала, что Васкес спросила ее, бросал ли когда-нибудь Джей Ди в нее что-нибудь. Она ответила нет. Она сказала, что Васкес спросила ее, не согласится ли она поехать в Вирджинию в качестве свидетеля на суде. Она сказала, что не хочет этого делать. Госпожа Ллойд рассказала, что начала работать с Деппом после того, как доктор Кипер нанял ее для помощи в лечении детоксикации. Платил ей доктор Кипер, а не Депп напрямую. Но она сказала, что получила подарки от Джонни, шкатулку для драгоценностей и модный блокнот. Госпожа Ллойд сказала, что восприняла подарки как спасибо за помощь в его лечении. Потом госпожу Ллойд просили посетить частный остров Деппа в 2014 году, когда ее пригласили помочь контролировать его детоксикацию. В своих заметках она писала, что Депп боялся, что никогда не сможет нормально функционировать без наркотиков. Госпоже Ллойд также показали переписку между ней и Хёрд, которая в то время также находилась на острове. Госпожу Ллойд спросили о ее записях от 22 сентября 2014 года, где она указала, что Депп и Хёрд поссорились на острове. В заметках медсестры говорится, что Депп попросил у нее лекарство, которое он описал как какую-то чертову нокаутирующую ням-ням, после того, как у Хёрд случился неприятный психоз. Госпожа Ллойд написала, что нашла Деппа взволнованным и с окровавленными костяшками пальцев на правой руке. К сожалению, память медсестры Дебби была не очень хорошей. Вчера в течение нескольких часов она продолжала утверждать, что не помнит ничего о своем времени с Джонни, кроме того, что было в ее записях. Эмбер Хёрд лихорадочно писала во время дачи показаний госпожи Ллойд. Ее показания и показания доктора Кипера прямо указывают на то, что Эмбер дала ложные показания во время судебного разбирательства по делу о клевете в Великобритании. Она записывала ключевые моменты, которыми ей придется как-то заняться и внести поправки в свои показания, чтобы прикрыть несостыковки. Госпожа Ллойд рассказала об инциденте в марте 2015-го, когда Джонни Деппу отрубили кончик пальца. Она сказала, что пришла в дом и обнаружила в нем беспорядок, но не помнила многих подробностей об этом. Ллойд сказала, что ей рассказывали несколько слухов о том, как Депп получил травму, в том числе о том, что Хёрд бросала в него бутылки из-под водки. Она сказала, что не помнит, кто рассказал ей эту историю и говорила ли она напрямую с Деппом об этом инциденте. Депп называет мисс Ллойд маленькой Дебби и акулой-медсестрой в сообщениях и говорит, что будет скучать по ней. В одном сообщении госпожа Ллойд сообщает Деппу, что доктор Кипер возобновит лечение, если он прекратит употреблять наркотики, но медсестра сказала, что не помнит, что означало это сообщение. Депп рассмеялся, когда суду показали текстовое сообщение, в котором он сказал мисс Ллойд: «Вы можете дать мне немного морфия, чтобы посмотреть, соприкасаются ли мой язык и пенис». Сообщение было частью извинения после того, как он отказался видеть госпожу Ллойд или кого-то еще ранее в тот же день. В записях бывшей частной медсестры Джонни Деппа говорится, что актер боялся, что никогда не почувствует себя нормально без лекарств. В заметках, которые начинались в 2014 году, госпожа Ллойд писала, что Джонни Депп начал принимать опиоиды после того, как лечил зубы, и у него появилась зависимость. Пациент боится отказаться от опиоидов, но знает, что ему нужно это сделать, говорится в примечаниях. Записи госпожи Ллойд показывали, что Депп считал, что предоставление Хёрд личной медсестры уменьшит стресс в их отношениях. Мисс Ллойд сказала, что она была свидетельницей нескольких инцидентов, когда Хёрд спровоцировала драки с Деппом. На вопрос о примерной оценке медсестра сказала, что не может дать цифру. Описывая напряжение, которое она наблюдала между парой, госпожа Ллойд свидетельствовала об одном случае, когда, по ее словам, Хёрд пыталась помешать Деппу покинуть их пентхаус. Она пыталась спровоцировать господина Деппа, следуя
следуя за ним из комнаты в комнату и не давая ему места. Медсестра сказала, что Хёрд встала в лифте, чтобы помешать Деппу, самой медсестре и другим людям из его окружения выйти. Ллойд указала, что подобные ситуации происходили часто. Госпожу Ллойд попросили просмотреть записи, описывающие непрекращающуюся боль Джонни Деппа в течение нескольких месяцев после того, как ему отрубили палец. В примечаниях есть подробности об операции и кожных трансплантантах, которые Депп перенес после восстановления повреждений, а также его оценки боли по шкале от 1 до 10. На допросе у адвокатов Деппа госпожа Ллойд подтвердила, что никогда не видела, чтобы актер оскорблял Хёрд или бросал в нее что-либо. Она сказала, что если бы была свидетельницей такого действия, она бы записала это в свои официальные записи. Госпожа Ллойд также сказала, что не видела, как Хёрд оскорбляла Деппа и не опасалась за его безопасность. После обеденного перерыва один из членов жюри, присяжный заседатель 25, был освобожден от должности по состоянию здоровья. Присяжный кратко поговорил с судьей Пенни Аскарате, сказав, что ему нужно время, чтобы преодолеть проблемы с желудком. Он предложил вернуться завтра, отдохнув, но судья сказала, что это не вариант, и вообще его поменяла на запасного присяжного. Так что насчет Шона Бетта, нашего единственного живого свидетеля вчера. Шон Бетт – член службы безопасности Джонни Деппа. Его спросили о прошлом в правоохранительных органах и о том, как он пришел работать на актера. Господин Бетт подтвердил, что видел, как Депп употреблял алкоголь, добавив: «Он справляется с алкоголем намного лучше, чем я». Он назвал актера очень симпатичным и сказал, что когда выпивает, он переходит в режим Джека Воробья. Господин Депп сказал, что никогда не был свидетелем того, как Депп употреблял наркотики, но он знает о том, что актер злоупотреблял психоактивными веществами. Отвечая на вопрос о Хёрд, господин Бетт сказал, что у него сложилось положительное впечатление, когда они впервые встретились. Господин Бетт сказал суду, что отношения Деппа и Хёрд вначале были очень счастливыми, но со временем стали ожесточенными. Он сказал, что стал свидетелем увеличения споров между парой и заявил, что эти инциденты были более частыми, когда Хёрд была пьяна. В какой-то момент он сказал Хёрд: «Это не может продолжаться, вы либо убьете друг друга, либо окажетесь в тюрьме». Также Бетт отметил, что друзья Эмбер Хёрд были очень добры к Деппу, предполагая, что их отношение как-то связано с его щедростью. Мистер Депп описал случай, когда он ворвался в пентхаус Деппа и Хёрд, услышав ее крик. Он сказал, что помог захватить некоторые вещи Деппа и увел его с места происшествия. Он добавил, что не видел никаких травм на Хёрд. Как и клиницисты до него, мистер Бетт не видел, как Эмбер Хёрд оскорбляла Джонни Деппа, и он не видел, как Джонни Депп оскорблял Эмбер Хёрд. Но он задокументировал травмы, которые нам и присяжным показали на вчерашнем заседании. И именно Шон был тем, кто предложил Джонни фиксировать побои. Синяки вокруг глаз и царапины на лице Джей Ди, и печально известный инцидент с пальцем. Он также говорит, что видел, как А.H. бросила пластиковую бутылку или чашку в его сторону и в сторону Джей Ди. А ведь Джонни Депп утверждает, что ему отрезали кончик пальца в Австралии, когда Эмбер Хёрд бросила в него бутылку из-под водки, которая разбилась. Вчера в суде Шон Бетт сказал, что когда он увидел еще одну драку между Джей Ди и А.H., на этот раз в здании Eastern Columbia Building 21 мая 2016, она сначала выглядела удивленной, а затем сказала: «Джонни, это последний раз, когда ты делаешь это со мной». На что мистер Бетт сказал, что он ответил: «О чем, черт возьми, ты говоришь?» В 2020 году в своих свидетельских показаниях в Высоком суде Великобритании Шон Бетт описал точно такой же инцидент. В том случае он сказал, что Эмбер Хёрд выглядела удивленной, указала на Джонни Деппа и крикнула мистеру Бетту: «Если он ударит меня еще раз, я вызову полицию». Скорее всего, оба события могли произойти, но это очень разные версии событий, сделанные с разницей всего в 2 года. И немного веселого. Вчера перед зданием суда появились 2 необычных зрителя – альпаки. Молодая девушка привела животных на поводке. Одна из альпак была с табличкой «Правосудие для Джонни». Есть мнение, что Депп готовится к даче показаний на этой неделе и даст присяжным прямой отчет о страданиях, которые он, по его словам, перенес от рук Хёрд. Депп, скорее всего, выступит свидетелем во вторник, сообщил источник Law and Crime. И Депп и Хёрд указали, что они могут выступить в списках свидетелей. Хотя большая часть информации и многие свидетели, присутствовавшие в Вирджинии, появлялись в Высоком суде Лондона в 2020 году, присяжные в Штатах увидят совершенно другую историю, чем та, которая была представлена лондонскому судье. А вас я прошу проверить подписку на канал и прошу написать комментарий под видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Завтра встречаемся на этом же месте в новом видео. С вами, как всегда, был Владимир и файлы Джонни Деппа. Берегите себя и пока-пока.